Всем привет, друзья! Вы вновь на канале «Мы в Испании». Сегодня тема нашего ролика будет очень интересной. Мы находимся в одном очень интересном месте. Сейчас об этом пойдет речь дальше. Сегодня мы находимся в одной из старейших виноделин в районе Хумилья. Это регион Мурсия. Очень интересная история этой винодельни. Сейчас я вам немножечко расскажу. Затем мы пройдем внутрь, покажем вам процесс производства вина. Потом мы покажем вам обязательно, где хранится вино. Продегустируем с вами вино, покажем, что можно купить в этой винодельне. Итак, немножечко об истории, кто основал эту винодельню, ну и о самой винодельне. Пару слов. Итак, в 1841 году Дон Хосе де Молина, который был командующий королевскими испанскими армиями на Филиппинах, это колония Испании в то время была, он решил вернуться домой, вот в это вот местечко Хумия, и здесь прикупить себе поместье и основать винодельню, что он и сделал. Причем эту винодельню, это поместье он назвал Лусон, Финка де Лусон, в честь острова, где он много времени служил на Филиппинских островах. И это поместье он организовал для своей старшей дочери Анны. На протяжении длительного времени этой винодельней управляли именно женщины. Но, друзья, хорошее вино начинается не с винодельни, мы туда сейчас попадем, а с виноградной лозы, с ухода за ней. И винодельня Лусона управляет 1200 гектарами, представляете, виноградников, как находящихся у них в собственности, так и под управлением фермеров, с которыми они заключили, видимо, договора какие-то. Поэтому винограду тоже уделяется очень много внимания. Основным сортом на этой винодельне вот среди этих виноградников является, конечно же, монастрей, виноград, который характерный именно для этого региона. И именно монастрей служит основой для многих вин, которые производят на этой винодельне. Это сорт с сильным характером, из которого обычно получаются вина с замечательной сортностью. Друзья, попробовал этот виноград. Достаточно сладкий и приятный такой на вкус. Небольшой, да. Сейчас вам дам попробовать. Вот. И хочу сказать, что такая же косточка и сам виноград такой округлой формы, достаточно мясистый. И вот в таких условиях то, что продается в магазине, конечно, это совершенно не тот. Здесь достаточно плотная такая консистенция. Видимо, для этого и очень толстая кожура. Видимо, для этого и создан этот сорт, чтобы производить красный вино тинто. Ну и как нам рассказала гид, которая проводила нам экскурсию сегодня, что вот здесь, на этой винодельне, как и на многих винодельнях в Испании, они не используют никакие удобрения химические, то есть нет здесь никакой химии, здесь нет пестицидов. Это очень экологичные ягодки, нам дали их попробовать прямо отсюда, потому что это все действительно очень экологично, очень вкусный, кстати, сладкий виноград, который характеризуется именно тем, ареал произрастания этих виноградников, то, что рядом Средиземное море, выпадает определенное количество осадков, каменистый грунт, и он определяет именно то, что веточка с такими мелкими ягодками, но достаточно сладкие, и определенное количество сахара нужно именно для этого вина, кислотность определенная и толстая кожица. То есть виноград экологичный, как я сказала, вино получается очень экологичное тоже, нет удобрений, нет пестицидов. По периметру растут розы, которые приманивают на себя вредных насекомых там разных, поэтому не нужно поливать пестицидами от насекомых разных. И вот здесь вот виноградники, вы видите, закрыты сеточками. Это экспериментальные сорта, закрыты от того, чтобы птички их не поклевали. Собственно говоря, но это не все виноградники, которые мы здесь видим. У них в километре отсюда есть 1200 гектаров плантаций винограда. Ну а теперь я предлагаю пройтись, просто посмотреть винодельню саму и узнать процесс приготовления вина.
Итак, процесс производства вина начинается после поступления винограда на хранение в холодильные камеры, чтобы предотвратить нежелательное самопроизвольное брожение. После этого виноград сбрасывается на селекционный стол, где отбираются лучшие грозди. Они уже передаются в машину для того, чтобы удалить кости, где виноградное зерно отделяется от кожуры, чтобы отделить растительную и травянистую части от плодов. Сейчас мы видим этот процесс наглядно. На экскурсии нам это все показали, рассказали, дали попробовать виноград. Он, кстати, очень сладкий. И сейчас вы можете наблюдать вот этот процесс. Сейчас попробуем. Это вкуснее? Виноградик. Или такой же? Как только этот процесс будет завершен, виноград попадает непосредственно в резервуары для брожения. И каждый сорт винограда ферментируется отдельно, как нам объяснили, чтобы сохранить характеристики и выразительные нотки, присущие каждому сорту. Затем происходит спиртовая ферментация, затем вино переносится из одного резервуара в другой, происходит яблочно-молочная ферментация, и дальше приходит время решить, какое вино разлить непосредственно в бутылке, как молодое, а какие другие вина выдерживают испытания временем и выдерживаются в бочках. Друзья, мы отправимся на склад, на самый большой в Испании склад бочек вина. Идемте. Склад, где находятся бочки с вином, располагается под землей для того, чтобы поддерживать практически постоянную температуру и влажность в течение всего года. Всего в этом хранилище, как нам рассказали, 4500 бочек из французского и американского дуба. И причина, по которой здесь два типа бочек, заключается в том, что разные породы дерева придают разные оттенки винам, которые выдерживаются внутри. Для каждого вина, в зависимости от его плодов, винодел выбирает сорт дуба и продолжительность выдержки. И далее вы можете видеть вино, которое уже разлили по бутылкам, и оно в данном месте при определенной температуре дозревает. Далее идет место, которое называется святилище. Это история, одно из самых известных мест в винном погребе в этом винодельне Лусон. Здесь хранится урожай с 2001 года, температура, влажность определенную роль играет для того, чтобы сохранить вино. И здесь бутылки хранятся в своих нишах, чтобы напомнить будущим поколениям об истории вот этой винодельни, о том, кто создал и породил каждый из вин. Ну а тут Бодега расположила самые лучшие вина, которые получились вот за какой-то период времени. Грианза Лузон 2015, 14, 13, 11, 12 год. Сейчас пойдем посмотрим дальше, что здесь есть. 10, 8. Так что будете приобретать вина, обращайте на год. 4, 2 год Грианза Лузон. 2001, 14, 12, опять 13, 15. 6, 4, 5. Это уже немножко другое вино. Алтес де Лусон.
Далее мы попадаем в собор. Это первоначальное место, где вино производилось у истоков винодельни. В потолке здесь можно увидеть все еще отверстия, через которые раньше выгружали виноград для проведения процесса ферментации. С этой целью эта комната была доверху заполнена виноградом. И здесь же очень важную роль играют паучки, нам об этом рассказали, для того, чтобы отлавливать жуков и мух, которые могут грызть, портить дерево бочек. Ну и после интересной экскурсии мы попали вот в этот зал для дегустации вина. Дают попробовать 3 вида вин. Экскурсовод рассказывает о каждом из этих вин. Есть легкие закусочки. Здесь же вы можете ознакомиться со всеми наградами, со всеми дипломами, которые получала вот эта бодега за период своего существования. И, в принципе, никто никуда не торопит, не спешит. Полностью экскурсия с дегустацией занимает где-то 2,5-3 часа. И вот сейчас вы видите какие-то награды этой бодеги Луссон. Пробы, начинается дегустация. И мы участвуем как раз в дегустации этих вин. И по окончании дегустации можно пройти в магазин, где приобрести те вина, которые вам понравились. Друзья, очень интересно, здесь появляются на бутылочках слезки. Видите? Слезки, это значит, что правильное хранение, да, и если они будут нагреты свыше необходимой температуры, слезки исчезают, и это уже плохо для хранения вина. Видите, слезки есть. И также на бокале интересно, у них это называется слезки, а у нас называются ноги. Вот это вино тоже мы здесь дегустировали, так что при случае можно... Вот в подарок, кстати, хорошие вина здесь можно покупать прямо в деревянных коробочках. Как идея для тех, кто смотрит наш канал, что можно купить неплохое вино из хорошего винограда. И в подарок вот идет вот такой деревянный. Ну, кстати, это не реклама у нас. Мы просто сегодня здесь находимся. И просто Кстати, вино очень достойное. с точки зрения Вот это вот местной культуры они тоже гастрономической. в святилище стояли, что Да, Анна да, очень да. много завоевала Очень дипломов. красивая этикетка. Синсульфитус есть вина. Те, кто увлекается именно здоровыми напитками, здоровым питанием. А также вот это мы пробовали. Ну что ж, друзья, вот на этом экскурсия наша с вами заканчивается. Надеюсь, это было интересно, полезно, даже с точки зрения лучше узнать Испанию, гастрономические какие-то традиции Испании. А если остались вопросы, пишите. Ссылочка будет на эту винодельню в описании к нашему каналу. С вами Татьяна и Алексей. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Встретимся вновь, как обычно, в наших роликах на нашем канале. Все, адьос, амигос!